Здравствуйте, мои дорогие, любимые подписчики и гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на практически любые вопросы. В принципе, на любые. Сегодня уже на канале больше 2000 разных видео. Да, из них около 100 это практики, настрои, медитации, ритуалы, тематические видео, исполнение желаний тоже. А все остальное это советы, напутствия и, конечно же, пожелания для вас. Поэтому, если есть вопрос, записывайте свой вопрос, находите видео или по теме, или просто каждодневные есть советы. Любое видео, которое вы выберете, значит именно в нем есть ответ на ваш вопрос. Ну и, конечно, если что-то не получается и ответ вас не устраивает, пожалуйста, обращайтесь на личную консультацию. Я всегда с радостью помогу вам найти выход из интересующей вас ситуации и, конечно же, мы просмотрим, сделаем своего рода диагностику, каким же образом достичь того, чего вы хотите. И сегодня одно из таких видео. Сейчас прогноз на июнь. Стихия Земля, знаки зодиака, Тельцы, Девы и Козероги. Самые серьезные. Хотя нет, серьезные. Кстати, вот Девы любят порядок. Тельцы, они такие мягкие, вот хоть кажется, что редко, хотя нет, у меня есть тельцы разные, но в основном все тельцы, которых я знаю, они довольно мягкие и добрые. Есть, конечно, мы же не забывайте, я опять говорю, сейчас есть разные, потому что акцендент очень влияет на наш характер, на наше состояние и, соответственно, влияет на то, что с нами происходит. Поэтому и характер может не совсем быть тельцовый, вот как я говорю. Все зависит еще от акцендента. Ну и Козероги, которым доказать что-то. Если я не права, если среди вас есть Козероги, пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, насколько я знаю Козерогов, доказать им что-то, уж очень тяжело. Вот ни одного знака зодиака я не знаю, которому так тяжело было бы что-то доказать. Даже овны, вот эти горячие огненные овны, им все-таки легче доказать, чем Козерогам. Потому что они более эмоциональны, Козероги более спокойны. Ну что, сейчас июнь, и мы сейчас посмотрим вот то, что я говорю, советы. Что же самое важное для вас знать на июнь, чего же избежать. Ну и, конечно, сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, обязательно себя похвалите. И, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной. И, конечно же, улыбка, смех продлевают жизнь. И это уже доказано именно учеными. Поэтому задумайтесь над этим. Ну и досмотрите видео до конца. В конце будет карта на исполнение желаний. И, как всегда, 3 карты, по одной на каждый знак зодиака и общий совет для Вселенной. Для Вселенной. Общий совет для стихии. Простите, пожалуйста. Ну что, смотрим. Тельцы. Давайте же мы посмотрим, что же важно для вас в июне. У вас прекрасный месяц. Июнь – месяц, в котором будет очень много концентрации именно на родных, близких, на семье. И не только семья в смысле отношений, а
а на семье в широком смысле этого слова. Много встреч с родными и близкими и получение, знаете, напутствий для тех, кому они нужны, поддержки для тех, кому она нужна, получение всего самого лучшего от семьи, от родных и от близких и идет в июне. Если насчет, сейчас я скажу потом еще насчет отношений, но сейчас я хорошо вижу картину со здоровьем. Смотрите, прислушивайтесь к своему внутреннему состоянию, прислушивайтесь к вашим эмоциям. Ваши эмоции иногда вам мешают ощущать полную гармонию с собой. Хотя, вот я же говорю, вы более-менее уравновешены, тельцы, но вижу здесь эмоции. В основном вижу счастливые эмоции, но наша жизнь действительно, это же не ровная линия, идет немножко вверх, немножко вниз. И когда оно идет немножко вниз, очень важно не уносить туда свои эмоции, потому что это может повредить вашему самочувствию. Финансы я не вижу больших изменений, но вот если кому-то из вас нужна помощь, вы имеете большое количество людей вокруг вас, и это ваша семья, которые могут вам помочь. В основном вижу помощь от кого-то из семьи. Если вы собрались открыть новый бизнес, я вижу, что у некоторых из вас это будет семейный бизнес. Это нелегко. Вы знаете, я поняла с годами, что самое нелегкое – это быть в бизнесе или с другом, или с подругой, или с кем-то из родных или близких, с партнером. Потому что ты не можешь предъявлять те же претензии, те же требования к своему родному и близкому человеку, как ты можешь просто к чужому человеку. Это основная тенденция. Есть люди, я знаю много людей, у которых бизнес, семейный бизнес, они прекрасно там взаимозаменяемые и взаимоотношения прекрасные. Просто тут надо четко понимать, что должно быть разделение. Вот если это муж, то муж он дома. А вот на работе вы или коллеги, или партнеры, или там один выше другого, и об этом надо помнить. Только правильно воспринимая бизнес-отношения и родственные отношения, можно качественно и без потерь вести бизнес. Ну и также работать с кем-то или на кого-то. Ну и что еще? Карта говорит о том, что принимайте своих родных, близких. Тут я еще и о друзьях скажу. Такими, как они есть. По-другому гармонии в отношениях очень тяжело достичь. Когда вы предъявляете излишние претензии, сейчас я уже говорю не бизнес и не работу, а именно отношения в семье и межличностные отношения в паре, ну и тут уже друзья и знакомые. Если вы не будете принимать людей такими, как они есть, значит, вам с ними не по пути. Помните об этом. Не можете принять человека, задумайтесь о том, что делать дальше в отношениях с человеком, потому что не принимая человека, вы не можете быть с человеком в гармоничных отношениях, и неважно, какие это отношения. Вот если это ваша семья, говорят, что братьев, сестер, родителей, детей. Но детей мы выбираем. Помните, детей выбираете вы их рожаете. А вот родителей нет, родители рожали вас. Но принимать их надо такими, как они есть, со всеми их плюсами, минусами, тараканами. И, конечно же, будьте снисходительны ко всем родным и близким. Ну что, девы, давайте посмотрим.
У вас прекрасный месяц идет, месяц, в котором даже если вы не будете прилагать больших усилий, будет выхлоп. Если вы в поисках работы, то в ближайший месяц найдете работу, не просто работу, а работу, можно сказать, своей мечты, которая принесет тот доход, о котором вы мечтали, и принесет те удовольствия от работы, о которых вы мечтали. Если вы планируете открыть свой бизнес, прекрасный месяц. Единственное, что для открытия бизнеса, не забывайте, какие-то минимальные вложения будут нужны. Отношения. Отношения идут к улучшению. Да, не без вашего участия. Помните, отношения – это работа двух и больше людей. Это зависит от того, какие отношения. Отношения в паре – это работа двух людей. И здесь я вижу, что и вы, и партнер или партнерша готовы делать что-то для того, чтобы улучшить отношения. А если мы уже говорим об отношениях на работе, с коллегами, с партнерами по бизнесу, с друзьями, знакомыми и близкими, вот в семья в широком смысле этого слова идет улучшение. И вы знаете, я всегда говорю, что принятие – это один из основных моментов отношений. И здесь я чувствую и вижу, что многие из вас все-таки последуют моему совету и начнут принимать людей вокруг такими, как они есть, с их плюсами, с их минусами, с их тараканами, как я говорю. Знаете, говорю, купите мелки тараканам, чтобы они в уголке рисовали. Я очень люблю это выражение, я его использую очень часто, потому что мы все разные, и у каждого из нас свои, извините, уже тараканы. Но мы же все прекрасны, и каждый человек прекрасен, помните об этом. И, как я сказала для тельцов, не можете принять человека таким, как он есть, изменить вам его не удастся. Просто, может быть, вам не совсем по пути. Помните об этом. И вот линия у дев тоже принятие людей такими, как они есть, принятие ситуаций. Ведь когда вы приняли ситуацию и вы ее проанализировали, вы обязательно найдете выход из нее. Я говорю о тех ситуациях, которые вам не нравятся. Просто примите ее и скажите за нее спасибо, поблагодарите за тот опыт, который ситуация вам принесла. И поверьте, ситуация начнет таять, я имею в виду негатив ситуации. Попробуйте. Просто попробуйте. Я вам хочу сказать, что так же, как и у вас, я такой же человек, как вы. Только человек, который научил себя правильно реагировать на ситуации. Я всему этому себя учила. Вот все-таки расскажу историю. Вчера у меня сломалась машина. И знаете, конечно, это же неприятно. Тем более, что сейчас у нас надо ждать машины. Я заказала другую машину, и она, в принципе, должна через пару недель уже появиться. И вот 2 недели до того, как придет новая машина, у меня сломалась моя машина. Ну, неприятно, согласитесь. И тут я понимаю, что я притянула именно поломку машины сама, потому что я уже у нас ждать надо 2-3 месяца, уже последние 1,5 месяца, 2 месяца почти, я все время думаю о том, чтобы все было нормально до того времени, как придет машина, но концентрируюсь же я на том, чтобы машина не сломалась. Концентрировалась я на поломке машины. И я вам хочу сказать, да, это вчера произошло. Скажу вам так, пренеприятнейшие ощущения, пока ждала эвакуатор, пока везли машину. Но во всем этом все-таки я нашла плюс, позитив.
первое, я не сломалась на дороге. Я была на паркинге. Рядом был брат. Как раз везла его на работу. Понимаете, поэтому он помогал мне, вызывали эвакуатор. Приехал эвакуатор, забрал, отвез мою машину, куда я сказала, куда, там адрес даешь. Мы приехали к этому месту, а мне же надо еще как-то домой добраться, уже вечер. Вы знаете, он мне говорит, садитесь в машину, я вас сейчас отвезу домой. Вот вам еще один позитивный момент. Вот вам как в каждом неприятной ситуации можно найти позитив и на нем концентрироваться. Я это сказала, да, я вам рассказала свою историю, простите, но я вам это дала примером, как можно в любой ситуации найти позитив. И я вам хочу сказать, я благодарна Вселенной, что вот так это все произошло. Поэтому не забывайте благодарить. Ну и по тузу Пентакли, это самая лучшая карта в колоде. Все будет двигаться в сторону улучшения. Будьте готовы к улучшению всего, к достижению. Настройте себя на достижение и улучшение. Все у вас будет идти прекрасно в июне месяце. Главное, принимайте. Очень важно это принятие тоже. Ну и козероги, давайте же посмотрим, что у вас происходит. А вам надо готовиться к каким-то празднованиям, каким-то юбилеям, каким-то датам, каким-то дням рождения, свадьбам. Или это у вас может произойти, или у кого-то из ваших близких, родных, знакомых, друзей. Карта именно празднования, каких-то союзов. Это, я же говорю, это может быть что угодно. Также эта карта говорит о том, что вы на правильном пути. Не сходите с того пути, который вы выбрали для себя. Особенно если это позитивный путь. По пути могут быть разные ситуации, но у вас будет помощь для того, чтобы разруливать эти ситуации. Люди вокруг вам всегда помогут. Поэтому по этой карте идите по той дороге, которая вызывает у вас радость, удовольствие и вот это чувство наполненности. Не выбирайте путь, в котором вы сожалеете о чем-то. Не выбирайте путь, в который вызывает у вас какой-то дискомфорт и негативные эмоции. И тут это касается всех сфер жизни. В работе, карьере и бизнесе все-таки старайтесь, даже если я знаю, что даже в бизнесе мы же сами выбираем, какой бизнес открыть. Со временем это становится рутиной, иногда мы даже устаем от этой рутины. Но вспомните о том, какой путь вы уже прошли в вашем бизнесе, из чего вы начинали, и к чему вы пришли, и куда вы двигаетесь, и это даст вам вдохновение. В отношениях все должно быть прекрасно. Если вы в ссоре, то вам придется что-то делать, действовать для того, чтобы помириться. Если же вы уже ждете развода, вы с радостью его получите. Да, не всегда отношения срабатывают, не всегда развод – это трагедия. Главное, как я всегда говорю, чтобы все было экологично. А так, здоровье, улучшение здоровья вам все, конечно же, предписание врача, лечение, ваш настрой, это все будет влиять. Но все идет к тому, что с вашей помощью идет выздоровление. Принимайте. И я же говорю, я некоторых из вас слышу, мои дорогие козерожки, вам
вас нелегко в чем-то убедить, и некоторые, я слышу, отрицают то, что я сказала. Но опять же, мои дорогие, это ваш выбор, это ваша жизнь. Мои советы исходят из карт и энергии, из того, что я чувствую и вижу по картам и по энергии. А вот уже следовать этому или нет, это ваш выбор. Так что выбирайте, что хотите вы. Ну и, конечно, общий совет для стихии. Улучшение финансовое неизбежно. Даже если вы не будете, как я сказала, особенно для дев, не будете предпринимать очень такие активные действия, нужна помощь, у вас в окружении есть мужчина и не один. И это я не говорю сейчас для личных отношений. Это может быть какой-то друг, какой-то знакомый, какой-то родственник, коллега. Если нужна помощь, точно вижу, что есть именно почему-то мужчина. Потому что это король, в принципе, наверное, поэтому, здравый смысл, который может вам помочь. И главное, правильно научиться правильно просить о помощи. И просите о ней. Не взваливайте все на себя, говорит эта карта. При всей вашей уверенности в себе и мечтании о том, что вы неприкасаемы, вы все равно иногда лучше попросите о помощи, чем делайте все сами. Вот так советуют карты. Ну и, конечно, давайте карта на исполнение желаний. Загадывайте ваши желания. Помните, формулировка. Я снимала прогнозы для других стихий. И вы знаете, в 2 стихиях вышло перефразирую. А это значит, что люди неправильно сформулировали желание, и оракул говорит, что с такой фразировкой вы не получите то, чего вы хотите. Поэтому помните, именно формулировка желания очень важна. Ну что, смотрим. Позитив. Вот тут я могу сказать, что у всей стихии Земля идет очень позитивный месяц. И сконцентрируясь на позитиве в любой ситуации, и, конечно же, это еще имеется в виду, концентрироваться, простите, уже язык заплетается, на результате, позитивном исходе ситуации и на результате, на исполнении вашего желания, именно что будет с вами происходить и что вы будете чувствовать, когда желание исполнится. На сегодня все. Вы знаете, вот как на одном дыхании вот всю стихию рассказала, а вот шло информации много, поэтому рассказывала все, что видела, старалась охватить все сферы жизни. Если что-то не охватило и что-то еще хотите узнать, обращайтесь на личную консультацию. А я желаю вам счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Позвольте себе быть счастливыми по умолчанию. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока!